Давайте вырежем всю эту болтовню о самопомощи, и я буду первым, кто расскажет вам откровенно, почему вы бедны. Первая причина заключается в том, что вы увидели этот ролик, и это вызвало у вас мгновенно реакцию. И это мне говорит о вас гораздо больше, чем что-либо еще. Вы не можете посмотреть в зеркало и смириться с текущей ситуацией. Есть две вещи, которые большинство людей не могут взять на себя ответственность. Это сколько у них денег на счету и их вес. Итак, если ты все еще не знаешь, как разбогатеть, то позор тебе. Знаешь почему? Потому что сейчас 24-й год, и у каждого в доме есть интернет, и отговорки не принимаются. Однако я понимаю, что некоторые люди просто не хотят разбогатеть, и они искренне счастливы. И я уважаю их за это. Я не считаю, что каждому суждено стать миллионером. Но если вы смотрите это видео прямо сейчас, это говорит мне все, что мне нужно знать о вас. Вы несчастливы своим финансовым положением. Знаете, как я сказал до этого, меня не беспокоит толстяк, который будет смотреться в зеркало и говорить, что я бы мог похудеть, но я удовлетворен своим текущим положением и так далее. Проблема возникает тогда, когда человек начинает говорить тысячу причин, почему он не может похудеть. И при этом он живет в очень печальной реальности. Ему приходится каждый день смотреть в зеркало и притворяться, что все нормально. Но я не собираюсь притворяться, что это хорошо для меня. Никто не будет утверждать, что, например, употребление алкоголя – это нормально. У каждого человека есть свои недостатки. Вот, например, на Новый год я решил выпить с друзьями и перебрал. Да, и это тоже мой недостаток. Я не считаю, что употребление алкоголя – это хорошо. Но я не создаю тысячу причин, почему алкоголь вреден или почему я не могу остановиться его пить. Я принимаю это. И в данной ситуации я решил выпить в этот конкретный день, и я считаю это нормально. Теперь касательно идентичности. Сегодня тебе может нравиться один вид спорта, и ты можешь себя идентифицировать как поклонник этого вида спорта. Через год тебе может нравиться абсолютно другой вид спорта, и ты можешь себя идентифицировать как поклонник того вида спорта. К чему я клоню? К тому, что ты можешь с утра проснуться и решить то, что ты другого пола. Ты тот же самый человек, но ты другого пола. Окей, я имею в виду, что некоторые люди дошли до такого, что он может проснуться завтра и сказать, что теперь я противоположного пола. Я делаю все то же самое, что и раньше, только теперь я противоположного пола. Но если я скажу, ты можешь проснуться завтра и перестать себя идентифицировать как бедного человека, и начать идентифицировать себя как богатого. Так, давайте проясним это. В современном мире мы можем изменить свою идентичность, свой пол, свой стиль. Но по какой-то причине мы не можем изменить свое финансовое положение. Сейчас люди могут получить доступ к той же самой информации, что и те люди, которые делают $1 000 000, 100 миллионов и так далее. У нас есть у всех одна и та же информация. Так в чем проблема? Проблема в том, что люди себя идентифицируют на 100% как бедные, и это заложено в их подсознании. Это может быть результатом программирования их родителей. Еще одна причина, почему вы бедны, потому что у нас нет достаточного образования финансового. Нам не объясняют, откуда берутся деньги, как работает экономика. Несчастье в том, что вы тревожитесь по поводу денег, вы считаете, что они дефицитны, хотя на самом деле это не так. Когда вы верите, что деньги дефицитны, вы пытаетесь взять их силой, тем самым вы их отталкиваете вместо того, чтобы притягивать. Всю жизнь вам внушали, что деньги – это дефицитный ресурс, и вам нужно быть аккуратнее с ними. Но это не так. Просто посмотрите на массовое печатание денег за последние несколько лет. Поэтому я вам это говорю. Деньги не дефицитны, они бесконечны. Вам просто нужно узнать, что это за игра. Заработайте эти фантомные деньги, затем просто инвестируйте их в реальные материальные ценности. Если посмотреть на мировую финансовую систему, это выглядит как параллельная вселенная, где лидеры и элита собрали просто весь песок в мире. Песок не подкреплен ничем. Но они убедили всех, что одна маленькая песчинка стоит многого, и вся экономика строится на этих маленьких песчинках. Но что произойдет, когда занавес опустится? Когда люди поймут, что песок ничего не стоит, что им все время врали. Добро пожаловать в финансовую систему мира. И поэтому, если вы знаете, как делать вещи правильно в ближайшие 10 лет, вы можете накопить эти фантомные деньги, а затем инвестировать их в настоящие материальные ценности. Еще одна причина, почему вы бедны, потому что вы ничего не создаете. Вы только потребляете. Богатые люди становятся богатыми, потому что они создают, а не потребляют. И вы не станете богатыми, пока не создадите то, что рынок будет потреблять.
будь то услуга или продукт и так далее. Создайте ценность, и тогда люди будут потреблять, платя деньги вам в обмен. Ну вот я и перечислил несколько вещей, которые вам не стоит делать, если вы хотите разбогатеть. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.